Маленький Богдан всего лишь хотел спасти двух замерзающих щенков от верной смерти. Он укрыл их, согрел, дал им надежду, но на следующее утро его дом окружила полиция. 3 машины, мигающие огни, голоса офицеров, требующих открыть дверь. Что он сделал не так? Почему они пришли? Эта история началась с простого акта доброты, но закончилась так, как никто не ожидал. Все началось в ту ночь, когда буря обрушилась на город с невероятной яростью. Ветер выл так громко, что, казалось, он разорвет дом на части. Снег засыпал улицы, окна, крыльцо. 8-летний Богдан сидел дома, слушая, как буря бушует снаружи. Родители уже легли спать. Младшая сестра тихо сопела в своей кроватке. Все было спокойно, но вдруг он услышал это. Тихое, почти неслышное скуление, 2 жалобных голоса, теряющихся в вое ветра. Богдан замер, сердце забилось быстрее. Он встал и подошел к входной двери, приоткрыл ее совсем чуть-чуть и увидел то, что навсегда изменило его жизнь. 2 крошечных щенка немецкой овчарки сидели на ступеньках крыльца, прижавшись друг к другу. Их шерсть была покрыта льдом. Лапы дрожали, глаза умоляли о помощи. Они были настолько замерзшими, что едва двигались. «Мама, папа!» – закричал Богдан, но буря поглотила его голос. Он не стал ждать, не стал думать, выбежал на улицу в одних носках, схватил обоих щенков и затащил их внутрь. Дверь захлопнулась за ним. Холодный ветер ворвался в дом, но Богдан уже был внутри с 2 умирающими малышами на руках. Щенки были ледяными, их тела едва дышали. Богдан быстро завернул их в теплое одеяло, сел на пол и начал дуть на них теплым воздухом, как делала мама с его сестрой. «Не бойтесь», – шептал он дрожащим голосом. «Я вас спасу, обещаю». Богдан не спал всю ночь, ни минуты. Он сидел рядом со щенками, следя за каждым их вдохом. Свет мигал. Буря угрожала вырубить электричество. Где-то вдали что-то грохнуло. Но Богдан не двигался с места. Он кормил их теплым молоком и с ложечки по капле, медленно, терпеливо сушил их мокрую шерсть феном, держа его на безопасном расстоянии, шептал им сказки, которые рассказывала ему бабушка. Он просто не мог их бросить. Около 4 утра один щенок открыл глаза и ткнулся носом в его ладонь. Второй забрался к нему на колени и уснул, тихо посапывая. Они больше не дрожали. Они чувствовали себя в безопасности. Они доверяли ему. Богдан улыбнулся сквозь усталость. «Вы выживете», – прошептал он. «Я знаю». Но он не знал, что утро принесет ему совсем другое. Когда первые лучи солнца пробились сквозь шторы, буря затихла. Улицы были завалены снегом. Все было тихо, спокойно, мирно. А потом синие и красные огни замигали за окном. Богдан поднял голову, протер усталые глаза, выглянул в окно, и его сердце упало. 3 полицейских машины стояли прямо перед его домом. Офицеры выходили из машин, говорили по рации. Один из них смотрел прямо на дом. «Всем оставаться внутри. Не открывайте дверь», – прозвучал громкий голос. Богдан в панике схватил щенков и спрятал их за свою крепость из подушек и одеял. «Тихо», – прошептал он им. «Пожалуйста, молчите». Мама вбежала в гостиную, полусонная и испуганная. «Что происходит? Почему здесь полиция?» Папа уже бежал к двери. Кто-то громко стучал. «Откройте, это полиция! Срочно!» Отец отпер дверь, и в дом вошли 3 офицеров. На их плечах еще лежал снег. Один держал фотографию, другой внимательно осматривал комнату, словно искал улики. Богдан жался в углу, прижимая щенков к груди. «Они заберут их. Я знаю, они заберут». Старший офицер подошел ближе. Его лицо было серьезным, строгим. Но потом он выдохнул и слегка улыбнулся, словно сбросил тяжесть с плеч. «Богдан», — сказал он мягко, — «ты ничего плохого не сделал. Наоборот, ты поступил невероятно храбро». Он повернул фотографию. На ней были 2 щенка немецкой овчарки, те самые. «Эти щенки пропали прошлой ночью», — начал он объяснять. Их везли из спасательного центра в специальный учебный центр. Водитель фургона свернул, чтобы не сбить оленя на дороге. Машина перевернулась и его заблокировало внутри на несколько часов.
Когда спасатели его вытащили, щенков уже не было. Мы искали их всю ночь в эту страшную бурю. Мама Богдана прижала руку к рту. Папа обнял ее за плечи. Офицер присел на корточки перед Богданом. Ты спас им жизнь. Если бы ты не впустил их, они бы не пережили эту ночь. Богдан посмотрел на щенков в своих руках. Они смотрели на него своими маленькими доверчивыми глазами. «Я просто не мог оставить их на холоде», – прошептал он. «Именно поэтому ты герой», – ответил офицер. Но его лицо стало серьезнее. «Есть еще кое-что, что ты должен знать». Офицер медленно продолжил: «Эти щенки – необычные собаки из приюта. Их готовили для очень важной миссии». Богдан нахмурился. «Какой миссии? Они будущие терапевтические собаки, Богдан», – объяснил он. «Их обучают помогать детям, пережившим страшные вещи. Детям, которые потеряли родителей, детям, которых обижали. Детям, которые боятся засыпать по ночам. Этих щенков учат быть рядом, когда больше никого нет, быть надеждой, когда все кажется безнадежным». Богдан посмотрел на крошечных существ в своих руках. Их мягкие мордочки, их теплое дыхание, их доверчивые глаза. Они казались такими беззащитными, но были предназначены для чего-то великого. Мама положила руку на плечо сына. «Дорогой, ты спас не просто 2 щенков, ты спас надежду для многих других детей». Папа вытер слезы. Офицеры стояли молча, тронутые моментом. «Нам нужно забрать их к ветеринарам», – сказал старший офицер. «Проверить на обморожение, убедиться, что с ними все в порядке». Богдан крепче жал щенков. «А потом, что будет потом?» – офицер улыбнулся. «Потом они продолжат обучение, станут теми, кем должны стать. Но», – он наклонился ближе, – «они захотят тебя увидеть. Терапевтические собаки никогда не забывают того, кто спас им жизнь. Обещаете?» – прошептал Богдан. Его голос дрожал. «Обещаю». Богдан медленно встал, подошел к офицерам, посмотрел в глаза щенкам последний раз. «Будьте сильными», – сказал он тихо. «Вы нужны другим детям. Вы особенные». Он поцеловал каждого в лоб и передал их офицеру. Когда они понесли щенков к машине, один из них жалобно заскулил. Богдан побежал за ними. «Я увижу вас снова». «Правда?» – офицер обернулся и кивнул. «Это не прощание, Богдан. Это только начало». Машины уехали. Синие огни погасли. Улица снова стала тихой. Богдан стоял на крыльце, глядя вслед. Снег все еще лежал везде. Холод щипал щеки, но внутри него горело что-то теплое, что-то важное. Он спас жизнь, 2 жизни, и это имело значение. Недели шли медленно. Каждый день Богдан просыпался и первым делом проверял почтовый ящик. Ничего. Каждый вечер он молился перед сном: «Пожалуйста, пусть с ними все будет хорошо». Он хранил одеяло, в которое заворачивал щенков, не стирал его. Оно пахло ими. Этот запах напоминал ему, что он сделал что-то настоящее. Его друзья в школе спрашивали: «Это правда, что к тебе приезжала полиция?» Богдан кивал. «Я спас 2 щенков». «Ого, ты герой». Но Богдан не чувствовал себя героем. Он просто чувствовал пустоту. Он скучал по ним, по их теплым носам, по тихому сопению, потому как они смотрели на него, будто он был целым миром. А потом через 3 недели в один обычный субботний день к дому подъехал фургон. Богдан играл во дворе, строил снежную крепость, вдруг услышал звук мотора, поднял голову и увидел его, того самого офицера. Он вышел из машины, улыбался, и с ним были они, 2 щенка, здоровые, подросшие, с блестящей шерстью, с хвостами, которые виляли так быстро, что, казалось, они сейчас взлетят. Офицер отпустил поводки. Щенки рванули к нему. Богдан упал на колени. Они набросились на него с поцелуями, визгом, радостью, лизали его лицо, лапами топтали его куртку, скулили от счастья. Богдан смеялся и плакал одновременно. «Вы помните меня? Вы помните?» Офицер подошел ближе. «Конечно, помнят. Ты же их спас». Богдан обнял обоих крепко, так крепко, будто боялся, что они снова исчезнут. «Мистер Богдан», — сказал офицер торжественно, — «у программы есть к тебе просьба».
Богдан поднял голову, все еще держа щенков. Они хотят, чтобы ты помогал их тренировать. Щенки доверяют тебе. Программа доверяет тебе. Ты особенный для них. Глаза Богдана расширились. Но я же ребенок. Офицер присел рядом. Ты ребенок, который не побоялся действовать, который увидел тех, кто нуждается в помощи, и не прошел мимо. Это сердце героя. А терапевтическим собакам нужны герои. Щенки положили головы ему на колени, смотрели преданными глазами. Богдан выпрямил спину, почувствовал, как внутри что-то меняется. Он больше не был просто маленьким мальчиком. Он был кем-то важным, кем-то, кто может менять жизни. «Я согласен», — сказал он твердо. И с этого дня началась новая история. Богдан начал ходить в учебный центр каждую субботу. Сначала ему просто показывали, как правильно держать игрушки для собак, как хвалить их правильно, как быть терпеливым, когда они отвлекались или уставали. Но тренеры быстро заметили что-то необычное. Щенки, которых теперь официально назвали Рекс и Лада, слушались Богдана лучше всех. Когда он звал, они бежали без промедления. Когда он говорил сидеть, они замирали мгновенно. Когда он грустил, они подходили и клали головы ему на колени. «Это редкость», — сказал главный тренер однажды его родителям. «Связь между человеком и собакой — это тонкая вещь. Ее нельзя создать искусственно. Она либо есть, либо нет. У вашего сына и этих щенков она есть». Мама гордо улыбнулась. Папа обнял Богдана за плечи. «Мы всегда знали, что он особенный». Месяцы шли. Рекс и Лада росли, становились умнее, спокойнее, увереннее. А Богдан рос вместе с ними. Не просто в росте, он рос внутри, становился сильнее, мудрее, добрее. Он узнал, что доброта – это не слабость, это сила. Что терпение важнее, чем скорость, что молчание иногда говорит больше слов. А потом наступил день, который изменил все. В центр привели девочку, ей было 9 лет. Звали ее Марина. Она не говорила вообще. С того самого дня, как ее родители погибли в автокатастрофе полгода назад, психологи пробовали все – игры, рисование, музыку, разговоры. Ничего не работало. Марина просто сидела пустая, молчаливая, застывшая где-то глубоко внутри себя, куда никто не мог дотянуться. Ее бабушка плакала каждый вечер. Она была таким веселым ребенком. Теперь я не знаю, где она. Она здесь, но ее нет. Специалисты решили попробовать последнее средство – терапию с собаками, и выбрали Рекса, Ладу и Богдана. В то утро Богдан пришел в специальную комнату, светлую, с мягкими коврами и игрушками. Рекс и Лада лежали рядом, спокойные и готовые. Дверь открылась. Вошла Марина, худая, бледная, с пустыми глазами. Она посмотрела на собак, на Богдана и ничего не выразила. Просто встала у стены. Богдан не стал ее торопить, не стал звать, просто взял мячик и бросил его Рексу. Собака поймала и принесла обратно. Лада завиляла хвостом, ожидая своей очереди. Марина стояла неподвижно. Прошло 5 минут, 10, 15. Богдан продолжал играть, иногда смеялся, иногда разговаривал с собаками. Хороший мальчик, Лада, молодец, Рекс. И вдруг Лада встала, медленно подошла к Марине, остановилась перед ней, просто посмотрела, не просила, не требовала, просто была. Марина смотрела на нее долго, очень долго, а потом ее рука дрогнула. Она медленно протянула ее, коснулась головы Лады, погладила 1 раз, 2. Рекс тоже подошел, лег у ее ног. И тогда Марина опустилась на колени. Она обняла Ладу крепко, отчаянно, так будто держалась за последнюю надежду в мире. Богдан тихо подошел, сел рядом, не сказал ни слова, просто был там, дышал рядом, разделял ее пространство. Рекс положил голову на колени Марины. И вдруг девочка заплакала впервые за полгода. Громко, больно, глубоко, так будто все, что было заперто внутри, вырывалось наружу. «Я скучаю по ним», – прошептала она ломким голосом. «Я так скучаю по маме и папе». Богдан положил руку ей на плечо. «Я знаю», – сказал он тихо. «Мне так жаль. Они бы не хотели, чтобы я была одна», – всхлипнула она. «Ты не одна», – ответил Богдан. «Мы здесь».
Рекс и Лада здесь, и они никуда не уйдут. Марина кивнула, плакала, обнимала собак, которые не двигались, которые просто дарили ей тепло, безопасность, понимание. Богдан сидел рядом. И в этот момент он понял что-то важное. Быть героем – это не спасать громко и эффектно. Это сидеть в тишине с тем, кому больно. Это не убегать. Это просто быть рядом и говорить без слов «ты не один». Я здесь. Когда сессия закончилась, психолог вышла в коридор и заплакала от радости. Она заговорила впервые за полгода. Бабушка Марины прижала руки к груди. «Что произошло, любовь?» – ответила психолог. Она почувствовала, что ее любят. Безусловно. Через несколько недель психолог поговорила с родителями Богдана. «Ваш сын, у него дар. Он не просто хорош с собаками, он хорош с людьми, которым больно. Он знает, когда молчать, когда говорить, когда просто быть. Это невероятно редко». Папа с гордостью посмотрел на Богдана. Он всегда был особенным. Более того, продолжила психолог, мы хотели бы, чтобы он продолжал работать с Рексом и Ладой. Не просто как волонтер, как постоянный партнер. Богдан не верил своим ушам. Серьезно? Серьезно. Дети реагируют на тебя так же, как и на собак. Ты часть их исцеления. С того дня Богдан стал неотъемлемой частью программы. Каждую неделю он встречался с новыми детьми, с теми, кто потерял, кто боялся, кто не верил, что жизнь может быть снова хорошей. И каждый раз Рекс и Лада были рядом. Тихие, верные, любящие. А Богдан, он просто был собой, мальчиком, который знал, что значит спасти жизнь и который теперь спасал души. Годы шли. Богдан рос, превращался из маленького мальчика в подростка. Рекс и Лада тоже взрослели. Их шерсть стала гуще. Морды, мудрее. Глаза, спокойнее. Они работали с десятками детей, сотнями сессий. И каждый раз Богдан был рядом. Он пропускал дни рождения друзей, чтобы быть на сессиях. Делал домашние задания в машине по дороге домой. Иногда родители волновались. «Дорогой, ты еще ребенок. У тебя должна быть своя жизнь». Но Богдан качал головой: «Это и есть моя жизнь, мама. Я счастлив». И это была правда. Не легкое, беззаботное счастье, а глубокое, настоящее. То, которое приходит от знания, что ты делаешь что-то важное. Когда Богдану исполнилось 16, Национальная организация помощи детям наградила его специальной премией за годы служения, за сотни детей, которым он помог, за тысячи часов, отданных тем, кто страдал. В тот день он стоял на большой сцене перед сотнями людей. Рекс и Лада сидели у его ног. Их морды стали седыми, но глаза все так же светились любовью. «Мне было 8, начал Богдан в микрофон, когда я услышал 2 щенков, замерзающих в буре. Я не думал, просто действовал. Я думал, что просто согрею их одну ночь». Он посмотрел на собак. Но они согрели меня. Показали, что значит любить без условий, быть нужным, иметь цель. Его голос задрожал. Я встретил детей, потерявших все, детей, которых предали, детей, которые думали, что недостойны любви. И каждый раз, сидя рядом с ними, я чувствовал то же, что в ту ночь, что я могу изменить мир. Пусть по чуть-чуть, но по-настоящему. Слезы текли по его щекам. Поэтому, если вы когда-нибудь услышите крик о помощи, неважно, насколько тихий, не проходите мимо. Иногда все, что нужно, чтобы спасти жизнь, это открыть дверь, протянуть руку, остаться рядом. Зал взорвался аплодисментами, но Богдан не слышал. Он опустился на колени и обнял Рекса и Ладу, плача в их теплую шерсть. Они спасли друг друга той ночью и продолжали спасать каждый день. Марина, та самая девочка, которая не говорила, прислала письмо. «Дорогой Богдан, Рекс и Лада, я хочу, чтобы вы знали, я снова живу. Я разговариваю, смеюсь, даже завела подругу. Я все еще скучаю по маме и папе, но теперь я могу вспоминать их и улыбаться, а не только плакать. Вы научили меня, что грустить нормально и что любовь не умирает. Спасибо. С любовью, Марина». Богдан прочитал письмо Рексу и Ладе, сидя на полу в своей комнате. «Мы сделали это», – прошептал он. «Мы помогли». Они лизнули его лицо, положили головы ему на колени.
И Богдан понял, та холодная ночь была не случайностью. Это был момент, который изменил все для него, для них, для всех детей, которых они встретили. Героизм не в бесстрашии, он в том, чтобы действовать, даже когда страшно. В том, чтобы видеть боль и не отворачиваться. 20 лет спустя Богдан, взрослый мужчина, руководитель Национального центра терапии с участием животных. У него своя семья, жена, которая поддерживает его мечты, и сын 8 лет с такими же светлыми волосами, как когда-то у него. Однажды вечером сын спросил: «Папа, почему ты помогаешь грустным детям?» Богдан посмотрел на старую фотографию на стене. Маленький мальчик в синей куртке, 2 крошечных щенка на руках. Рекс и Лада давно ушли, но их наследие живет. В сотнях собак, обученных с любовью, в тысячах детей, которые снова верят в добро. Потому что когда-то, тихо сказал Богдан, 2 маленьких существа научили меня, что любовь сильнее страха, что доброта важнее удобства, что каждая жизнь стоит того, чтобы за нее бороться. Сын обнял его. «Я хочу быть таким, как ты». Богдан поцеловал его в лоб. «Тогда запомни одно. Когда услышишь крик о помощи, не проходи мимо. Открой дверь, протяни руку, будь светом в буре». Той ночью, когда сын уснул, Богдан встал у окна. Снег падал тихо, мягко. Где-то далеко в больницах, детских домах, центрах помощи. Сотни детей спали крепче благодаря собакам, обученным любовью. Благодаря программе, начавшейся с одного мальчика, не прошедшего мимо. Героизм, не величие. Это выбор. Простой, тихий, смелый выбор действовать, когда проще ничего не делать. И этот выбор меняет не одну жизнь, он меняет тысячи. Богдан улыбнулся сквозь слезы, прижав руку к холодному стеклу. Спасибо, Рекс. Спасибо, Лада, за все. Снег продолжал падать тихо, нежно, как обещание, что доброта никогда не умирает. Она просто передается дальше, от сердца к сердцу, от Рекса к Ладе.